Вы когда-нибудь задумывались над тем, что все ваши усилия напрасны? Что сколько бы вы ни пытались, у вас не получится добиться успеха? А если нет, то может стоило бы? Или я просто нагнетаю и все не так плохо, и приложив достаточно усилий добиться можно чего угодно? Но обо всем по порядку. Что вы знаете про Эда Ширана? Он рыжий, а еще невероятно хорошо поет. Однако так было далеко не всегда. Вот это да! Если у него получилось, то получится и у вас. Но что нужно делать? Какие действия стоит совершать, чтобы достичь тех же высот? К счастью, на просторах интернета я нашел видео, в котором Эд Ширан дает 3 совета начинающим музыкантам. Писать как можно больше песен, чаще выступать и быть хорошим, приятным человеком, чтобы нравиться публике и дольше продержаться на плаву. По его словам, именно эти вещи сделали его тем, кто он есть сейчас. Он усердно работал, преодолевал трудности и стал одним из самых популярных музыкантов во всем мире. Но будет ли этого достаточно? Помогут ли эти советы добиться настолько же колоссального успеха? Вряд ли. Ведь он не упомянул еще одну деталь. Вероятно, самую важную деталь, которая в значительной степени определила успех не только его самого, а практически всех популярных вокалистов. Но прежде чем я скажу вам, что это, давайте попробуем разобраться, что определяет любой успех в принципе. Взять, к примеру, Илона Маска. У него было тяжелое детство. Он много времени проводил в одиночестве из-за сложных отношений с отцом и неприятия сверстников, которые к тому же его еще и избивали, один раз даже до потери сознания. Несмотря на это, уже в 12 лет он разработал и продал свою первую компьютерную программу, а когда повзрослел, основал такие компании как SpaceX, Tesla и SolarCity. Сейчас его состояние оценивают в 190 миллиардов долларов, и он является одним из богатейших людей мира. Всю свою жизнь он много работал, преодолевал трудности и наперекор судьбе добился успеха. Несмотря на это, находятся люди, называющие его выжившим. Но что значит выживший? Он что, фильм, за который Ди Каприо получил Оскар? Нет. Существует когнитивное искажение, вы про него, скорее всего, слышали, под названием «ошибка выжившего». Это когда мы делаем ложные выводы, исходя из неполной информации, опираясь только на известные нам факты. Вы, наверное, тоже заметили, что раньше фильмы были лучше. «Криминальное чтиво», «Форест Гамп», «Назад в будущее». А сейчас что? Вы знаете, что в топ-30 Кинопоиска есть всего 2 фильма, вышедших после 2013 года? Это правда. Вот только мы не учитываем, что остальные 28 фильмов были сняты с 1962 по 2013. Конечно, за 51 год выйдет больше хороших произведений, чем за 10 лет. Также мы не учитываем огромное количество фильмов того периода, которые не очень-то получились, а их было немало. Как итог, исходя из неполной информации, мы сделали вывод, который оказался ложным. Это же касается и Илона Маска. Логично предположить, что если работать настолько же усердно и также стойко преодолевать трудности, то любой сможет добиться успеха. Вот только мы не учитываем тех, кто работал не меньше и был не менее стойким, но подобных результатов не достиг. Вероятно, им не хватило удачи. А Илону Маску хватило, ведь он родился в богатой семье, его отец был совладельцем изумрудной шахты. Это позволило ему не думать о деньгах и полностью погрузиться в занятия своими интересами. Также в 2008 году его компании Tesla и SpaceX были на грани банкротства, однако 23 декабря НАСА подарила SpaceX контракт на 1,6 миллиардов долларов, а через 2 дня Теслу спасли инвесторы. То есть, все-таки ему повезло. Конечно, повезло, но не стоит недооценивать его действия, ведь без них ничего бы не было. Но какой фактор зачастую оказывается решающим? Удача или усилия? Мне кажется, было бы неплохо в этом разобраться, сделать выводы и понять, как стоит действовать нам самим. Вы же хотите стать успешными? Как вы думаете, от чего зависит около 50% вашего заработка? От того, в какой стране вы родились. Например, в Мадагаскаре средний доход на человека составляет $1500 в год. Очевидно, это гораздо менее выигрышная ситуация по сравнению с той же Канадой, в которой этот показатель равен $46 тысячам в год. И как бы усердно ни работал житель Мадагаскара, у него в любом случае будет меньше шансов добиться успеха, чем у жителя Канады. Особенно в хоккее. Ведь на Мадагаскаре нет льда и культа хоккея, а в Канаде есть и то, и другое. И какое совпадение, что лучший хоккеист современности как раз оттуда. Его зовут Конор Макдэвид. Однажды у него брали интервью и спросили мнение по поводу высказывания о том, что звездные игроки добиваются успеха полностью за счет таланта. Он ответил, что любой, кто заявляет подобное, просто не понимает, о чем говорит. И обосновал это тем, что люди видят лишь результаты многочасовой работы. Отчасти он прав.
Но есть одно но. Дело в том, что около 40% высшей лиги НХЛ составляют игроки, родившиеся в первую четверть года, и всего 10% в последнюю. И это не просто совпадение. Предположим, есть два ребенка. Каждому по 7 лет, но первый родился в январе, а второй в октябре. Оба решают пойти в хоккейный кружок, где набор проходит по возрасту. Поэтому они попадают в одну группу. И оказывается так, что с самого начала январский ребенок играет лучше, чем октябрьский. Все из-за того, что он больше и сильнее, ведь старше на 9 месяцев, а в таком возрасте это решает многое. По мере взросления разница будет уменьшаться, но ребенок, родившийся в январе, уже успел себя проявить, поэтому ему уделяют больше внимания, его лучше тренируют и чаще отправляют на соревнования. Как следствие, вероятность того, что он попадет в НХЛ, значительно выше. Получается, мы видим не только результат многочасовой работы, но и результат удачного стечения обстоятельств. Интересно, знает ли об этом Конор Макдэвид? Кстати, как вы думаете, когда он родился? 13 января. Ну и без удачной генетики, скорее всего, не обошлось. Она играет роль не только в хоккее, но и, к примеру, в баскетболе. Если вы обладаете невысоким ростом, то вряд ли попадете в НБА. Ведь средний рост игроков НБА примерно 2 метра. I would be in the NBA. No, you wouldn't. Вообще, важность природных данных в профессиональном спорте очевидна многим. Однако, существует сфера, в которой эта важность очевидна далеко не всем. И это моя любимая тема. Помните, вначале я говорил про важную деталь, которая в значительной степени определила успех не только Эда Ширана, но и практически всех популярных вокалистов. Речь о таланте. I didn't have talent. I really didn't. Все-таки Рыжий лукавит. Ну, либо не до конца осознает, насколько он талантлив. Вообще, тема таланта достаточно спорная. Например, на канале Дагон есть отличное видео под названием «Таланта не существует». Общая мысль этого ролика – это то, что люди часто воспринимают усердную работу за талант, тем самым обесценивая усилия человека, которого они называют талантливым. Большое количество внимания Дагон уделил разоблачению музыкального таланта, а конкретно игре на музыкальных инструментах. Проблема в том, что в случае с музыкальными инструментами нужно не так много природных данных, как для пения. Взять, к примеру, фортепиано. Чуть ли не единственная предрасположенность, которая поможет вам играть на фортепиано лучше, чем остальные, это длина пальцев. Безусловно, нужно чувствовать музыку, чтобы играть с правильной эмоцией, иметь чувство ритма, но по большей части эти навыки закладываются в детстве. А вот с вокалом все намного сложнее. Здесь без природных данных не обойтись, если речь идет о профессиональном уровне. Но что же такое вокальный талант? Это ряд определенных предрасположенностей, таких как тембр голоса, различные виды музыкального слуха, диапазон, вкус и прочее. Эти данные либо врожденные, либо формируются в детстве. Например, вкус и различные виды музыкального слуха зависят от того, какую музыку вам включали ваши родители, были ли сами музыкантами и так далее. А тембр и диапазон зависят от вашей физиологии. Это значит, что вы их уже никак не поменяете. То есть, как бы сильно вы не хотели научиться петь настолько же круто, как и Ширан, к сожалению, не получится. Ведь у него вокальные данные 1 на миллион. И, конечно, у него было музыкальное детство, его родители работали в сфере искусств, они часто брали Эда и его брата Мэтью на концерты известных исполнителей. А в 4 года Эд уже пел в церковном хоре. А как же то видео? Да, звучит ужасно. Но здесь он просто не попадает в ноты. И не из-за того, что у него не было слуха, а из-за того, что у него не была развита координация. В общем, это сложная тема, если вас это интересует, загляните в описание. Там я оставлю ссылки на материалы, где все это подробно разбирается. Получается, что успех всемирно известных вокалистов, в частности Эда Ширана, в значительной степени определила удача. Извини, Дагон, но в случае с вокалом талант все-таки существует. Интересно, что в телеграм-канале Дагона я наткнулся на пост с записью его голоса 6-летней давности, который звучал заметно хуже, чем нынешний. Никогда еще Android не работал плавнее, чем на пикселей. Посвящаю эту запись всем тем, кто говорит, что у него с рождения какой-то не такой голос. В комментарии он отметил, что добился такого результата за счет тренировок, и на записи 6-летней давности ему 24 года, а это значит, что его голос был уже полностью сформирован. Звучит логично. Но нет, дело не в тренировках. Все-таки голос меняется в течение жизни, а не окончательно формируется в 24 или 25 лет. Именно поэтому вы можете на слух определить примерный возраст человека. Стоит отметить, что речь идет о тембре голоса, то есть о индивидуальной звуковой окраске, благодаря которой вы можете узнать человека, лишь услышав его голос. И изменить тембр тренировками не получится. Тренировки помогают улучшить дикцию, стать более увереннее, что в итоге повлияет на то, как будет звучать ваш голос и так далее. И улучшение голоса Дагона в меньшей степени связано с тренировками. Все-таки изменился его тембр, скорее всего из-за того, что он стал взрослее.
Кстати, есть похожий случай. Мы на блоке в выходные, мы на блоке в будни. Бабки превратили меня в деда, я теперь сутулюсь, боже. На момент выхода первого трека рэперу было 24 года, а на момент второго 28. Лично мне изменение голоса у Джибуды напоминает изменение голоса Дагона, при том, что, насколько мне известно, у Джибуда никаких вокальных или дикторских упражнений в то время не делал. У рэперов это вообще не принято. Все-таки Дагону повезло, ведь он обладает красивым, глубоким и низким тембром. Кстати, обратите внимание, что почти все популярные артисты обладают уникальным звучанием. Они добиваются такого результата либо искусственно, коверкая свой голос или используя программные фишки, либо за счет тембра, который достался им просто от природы. И уникальное звучание — это один из факторов, который в том числе повлиял на то, что они стали успешными. А если говорить о профессии диктора, то тут без красивого уникального голоса никуда. Без него вас просто не возьмут на работу. Но ситуация может измениться. Мне кажется, что уникальный тембр со временем перестанет играть такую значимую роль в подобных профессиях. Все благодаря искусственному интеллекту. Даже тут он все испортил. В своем ролике «Темная сторона генеративного контента, пугающие возможности ИИ» я рассказывал про AI-каверы. Это когда фанаты делают каверы голосом артиста без его участия, с помощью искусственного интеллекта. Советую посмотреть, там поднимается тема творческих возможностей искусственного интеллекта и последствий, к которым эти возможности могут привести. Так вот, если уже сейчас нейросети способны клонировать существующие тембры, то кто сказал, что в будущем они не смогут создавать новые? Крупные компании просто наймут сессионных вокалистов и дикторов, записи голосов которых будут преобразовывать уже в новые, несуществующие и уникальные тембры. Но вернемся к основной теме ролика. Исходя из примеров выше, можно предположить, что удача во многом не очевидна. Кто вообще, рассказывая про свою историю успеха, вспомнит про то, что он родился в нужной стране, в нужное время или с нужной внешностью? Вы знали, что чем человек привлекательнее, тем больше вероятность того, что он добьется успеха? В одном итальянском исследовании итальянцы разослали 10 тысяч резюме в самые разные компании. Резюме были идентичными, различались только фотография. В результате, если в анкете был изображен человек с обычной внешностью, перезванивали лишь в 30% случаев. А если с привлекательной, то уже в 50%. Самое забавное, что в основном речь идет о мужчинах. С женщинами почему-то так не особо работает. К тому же привлекательные люди в среднем зарабатывают на 20% больше остальных. Вообще быть привлекательным выгоднее, чем быть непривлекательным. Ну, это очевидно, но что я могу поделать? Разве я выбирал быть уродом? Хорошая новость в том, что привлекательность можно прокачать, заняться спортом, наладить питание, улучшить прическу и начать стильно одеваться. И в последнем я могу вам сильно помочь. Все потому, что посоветую приобрести этот лонгслив и это худи. Эти вещи действительно повысят вашу привлекательность. Вы и сами видите, насколько стильно они выглядят. И это при том, что стоят недорого. После покупки обязательно отмечайте нас в запрещенной социальной сети, чтобы мы увидели ваш фидбэк, обрадовались и начали работать над новыми, еще более привлекательными шмотками. Все ссылки в описании. Итак, мы рассмотрели различные случаи, в которых удача сыграла важную роль. Причем во многих из них эта роль не была очевидна. А что если я скажу вам, что бывают случаи, которые определяют, добьется человек успеха или нет, но их не всегда можно назвать удачными. Вспомним про Илона Маска. Ранее я упомянул, что его буллили в школе. Изначально я преподнес этот факт как негативный. Дескать, вопреки подобным трудностям он добился успеха. Но здесь уместнее будет сказать не вопреки, а благодаря. Ведь эти трудности буквально сформировали его личность. Из-за неприятия сверстников появилось желание доказать, что он не хуже, а даже лучше, чем они. Никто с ним не общался. Ему приходилось придумывать развлечения самостоятельно. Он искал новые интересы и развивался в них. Детские травмы Илона Маска сделали его тем, кем он сейчас является, но язык не повернется назвать это везением. По крайней мере, везение то, что из-за таких трудностей он полностью не ушел в себя и не получил серьезных ментальных проблем. Разные стечения обстоятельств в разных условиях приводят к разным результатам. И какие-то из них можно интерпретировать как удачные, а какие-то нет. А что насчет усилий? Их не стоит недооценивать, потому что если не прикладывать никаких усилий, то не возникнет ситуаций, в которых вам может повезти. Но прикладывать усилия стоит в выгодное направление. Логично, что усердная работа в шахте с меньшей вероятностью приведет вас к успеху, чем усердная работа в IT-компании. Но получится ли добиться успеха только за счет усердной работы наперекор судьбе? Конечно, получится. Бедность является не более чем результатом нашей лени или безразличия, говорит Наполеон Хилл. И подобных цитат у него масса, исходя из которых можно сделать вывод, что он считает, что терпение и труд все перетрут.
живут. И почти каждый успешный человек считает так же. И нет смысла их в этом винить. В их картине мира все закономерно. Они усердно работали и добились результата. Тем не менее, они переоценивают свои усилия и делают это неосознанно. Все из очередного когнитивного искажения под названием эвристика доступности. Это когда люди склонны оценивать вероятность события или решения на основе доступности информации в их памяти. Что? Думаю, проще разобрать на примере. Те, кто считает свой успех закономерностью, скорее всего легче вспомнят то, как много они работали. Ведь это повторялось изо дня в день на протяжении большого промежутка времени. А вот везение в их жизни встречалось лишь эпизодически. Более того, не всегда его можно заметить. Везение очень часто не очевидно. Об этом я говорил ранее. И успешные люди его не осознают, потому что они для него ничего не делали. И только некоторые из них понимают и признают роль удачи в их жизни. Ну и что? Разве это плохо? Да, это плохо, ведь это может быть вредно для них самих. Логично, что если ты считаешь, что все зависит от твоих собственных усилий, то в случае неудачи ты будешь винить себя. Такая позиция может привести к неудовлетворенности собой и, как следствие, ментальным проблемам. А психологи утверждают, что любить себя надо. К тому же без любви к себе сложнее полюбить окружающих. Кстати, об окружающих. Признавая роль удачи в своей жизни, мы больше нравимся людям. Однажды проводили эксперимент, в котором участникам раздали текст поддельного интервью с несуществующим успешным предпринимателем. Было два варианта текста, которые различались последним абзацем. В первом герой говорил о своих талантах и качествах, которые помогли ему добиться успеха, а во втором, что ему вообще-то во многом повезло. После прочтения испытуемым надо было ответить, хотели бы они подружиться с автором текста или нет. И те, кто читал интервью, в котором бизнесмен признавал роль удачи в своей жизни, чаще отвечали положительно. А как вы думаете, позиция человека, добившегося успеха в духе «я сделал себя сам», повлияет на его желание помогать другим? Вряд ли. Теперь уже в другом исследовании испытуемых просили рассказать о положительных вещах, которые недавно произошли в их жизни. Первая группа должна была написать на бумажке про их действия или качества, которые поспособствовали тому, чтобы эти вещи произошли, а вторая про внешние обстоятельства, на которые они не могли повлиять. После выполнения задания всем участникам дали по $1 и предложили пожертвовать деньги на благотворительность. И от тех, кто писал о своих действиях или качествах, поступило на 20% меньше. И это вполне логично. Почему вы должны помогать кому-то, если считаете, что добились результата самостоятельно? Пусть тот, кто просит о помощи, возьмет себя в руки и сам начнет строить свою жизнь. Но мы-то с вами понимаем, что все не так просто. Тем не менее, признавая роль удачи в своей жизни, вы испытываете чувство благодарности. Оно делает вас счастливее, добрее, улучшает ваше здоровье и так далее. Положительных эффектов достаточно. Именно поэтому существует практика ведения дневника благодарности. Это когда вы каждый день записываете все то, за что вы благодарны, включая самые неочевидные вещи, такие как питьевая вода, интернет, электричество, крыша над головой и прочее. Это делается в том числе для того, чтобы вспомнить, что вам во многом повезло. А если вы осознаете, что вам повезло, почему бы не сделать так, чтобы повезло кому-то другому, особенно если он в этом нуждается? Наверное, примерно так считает Билл Гейтс, ведь фонд, принадлежащий ему и его бывшей жене Мелинде Гейтс, потратил на благотворительность уже больше $54 миллиардов. И миллиардер осознает, что ему повезло. Он сам не раз говорил об этом. В детстве Билл посещал частную школу. У него была богатая семья, да и сейчас получается богатая. В этой школе был компьютер, один из первых в США, за которым он проводил много времени и на котором он научился программировать. И это в значительной степени определило его дальнейший успех. Но таких, как Билл Гейтс, меньшинство. Зачастую успешные люди не испытывают чувства благодарности, ведь не отдают себе отчет в том, что в жизни им повезло. Они помнят, как много работали и как получили за это достойную награду. Более того, их окружают такие же люди, и их мировоззрение формируется в соответствии с их жизненным опытом. Вот только у них нет опыта тех, кто старался не меньше, но подобных результатов не достиг. И что же успешные люди говорят про неудачников? Что им просто не повезло? Что они недостаточно пытались? Мы рассмотрели точку зрения успешных людей, которые считают, что всего можно добиться собственными усилиями. Я показал вам, почему такая точка зрения деструктивна, как для них самих, так и для окружающих. А какой итог? Неужели основной фактор, определяющий любой успех, это удача? Да, именно так. И я рассказал вам, почему это так. Потому что огромное количество вещей, которые оказывают наиболее важное влияние на нашу жизнь, вообще никак от нас не зависят.
Но не все так плохо. Вы заметили, что в этом видео я не дал определения успеху. Обычно под этим словом подразумеваются какие-то невероятные достижения. Произнося его, вы вспоминаете не просто про успешных, а про самых успешных людей на планете. Конечно, чтобы достичь уровня Илона Маска, вы должны быть невероятно удачливы. Но нужен ли вам подобный успех? Действительно ли вы хотите зарабатывать миллионы или даже миллиарды долларов? Куда вы собираетесь их тратить? Существует корреляция между уровнем счастья и уровнем заработка. Поначалу, чем больше денег, тем выше уровень счастья. Но после определенной суммы он не просто перестает расти, а даже начинает постепенно снижаться. Эта сумма зависит от того, в какой стране вы живете. В США она равна примерно 100 тысячам долларов в год, а в России примерно 45 тысячам долларов в год. Так происходит, потому что поначалу вы закрываете базовые потребности, такие как качественная еда, жилье, медицинское обслуживание и прочее. А потом вы адаптируетесь к комфорту. У вас растут ожидания, и вам нужно все больше и больше денег. Тем не менее, 45 тысяч долларов в год – это немалая сумма. И добиться такого заработка не так уж и просто. Но это не значит, что можно сидеть сложа руки, оправдывая себя тем, что вряд ли вам повезет. Ведь вам уже, скорее всего, достаточно повезло. Даже если ваша зарплата равна примерно 60 тысячам рублей в месяц, то вы уже богаче, чем 70-80% населения Земли. А это значит, что вы родились не в самой бедной стране. Более того, у 33% жителей планеты вообще нет доступа к интернету. Стоит ли мне говорить, насколько ваша ситуация более выигрышная по сравнению с ними? А если после просмотра этого видео вы начнете совершать действия, чтобы добиться той самой планки в 45 тысяч долларов, вас уже можно назвать в какой-то степени выжившим. Ваше мышление сформировалось таким образом, что вы готовы пожертвовать собственным временем и комфортом ради того, чтобы добиться своего, пусть и небольшого, успеха. А многие на это не способны. К тому же, увеличивая количество и качество попыток, вы увеличиваете вероятность того, что вам повезет. На самом деле успех — это не только про деньги, а еще и про самореализацию. Здесь все гораздо сложнее. Ведь нужно пробовать, искать себя, искать то, чем вы хотели бы заниматься, и как раз деньги вам в этом помогут. Кстати, эти две проблемы для себя я решаю прямо сейчас. Я занимаюсь самореализацией, потому что мне искренне нравится делать видео, и я пытаюсь заработать на этом денег. Если вы хотите помочь мне в достижении своего локального успеха, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. Или, если у вас есть возможность, можете даже поддержать меня финансово. Все ссылки в описании. И еще кое-что. Как бы это противоречиво ни звучало, действуйте так, как будто все зависит только от вас. Потому что если итог кажется нам непредсказуемым, мы меньше стараемся, что снижает вероятность успеха. Однако, если у вас не будет получаться, не надо винить себя. Ведь существуют и внешние факторы, на которые в этом случае вы не смогли повлиять. А когда добьетесь своего, обратите внимание на то, что вам вообще-то во многом повезло. И попытайтесь сделать так, чтобы повезло и другим.